Всем привет! Как думаете, из чего сделаны эти кирпичи? Естественно, из декоративной штукатурки. Иначе это не было бы на нашем канале. Предварительно мы отшпаклевали некоторые места на стене, скрыли мелкие дефекты. Сейчас будем немножечко подшкуривать. Подровняем немножечко углы. Отшпаклеванные места мы немножко зачистим. Идеально ровными они нам не нужны. Вот такая вот ровность нам достаточно, потому что вот эта поверхность, она будет у нас в швах между кирпичами, и здесь еще будет шуба от кварцевой грунтовки. В качестве грунтовки мы будем использовать Дикораза праймер Дикварсо. Кварцевый грунт мы тщательно размешали, воду добавлять не стали, нам нужна небольшая шубка на поверхности. Раскатываем до появления равномерной мелкой шубки. Эта шубка после высыхания немножко сядет, станет немножечко мельче, превратится в небольшую шагрень, которая у нас будет в швах кирпичей как раз. Раскатываем примерно вот до такого состояния. После того, как закатаем, будем ждать примерно 2 часа и будем производить разметку скотчем. Кирпичи и швы у нас будут белыми, поэтому ни грунтовку, ни сольеву мы полировать не будем. Шов между кирпичами мы будем делать размером сантиметр, поэтому делаем разметку на малярном скотче ровно сантиметр. Теперь я рулетку приложу по нашим меткам, и мне нужно начертить линию. Вот так вот примерно. Смотрите, перед нами 2 скотча. Хотел нарезать 5 полосок вот из этого, фирма Крафт, довольно известная. И по высоте он у нас не выходит. Рулетка показывает нам 4,8. Вот 5. Процесс разрезания скотча долг и мучителен. Многократно прокручивая рулон, мы понемножку углубляемся. Отрезать его не обязательно полностью, поскольку сама катушка очень жесткая. Но судя по глубине, на которую входит нож, мы дошли до катушки. Оставим в таком виде и будем расходовать его так. Итак, в ходе наших изысканий мы все-таки вернулись к малярному скотчу Крафт. Он оказался более удобным. Объясню почему. Бобина очень плотная, видите, пальцем даже не продавливается. Этот мягкий и поэтому режется очень легко, без усилий. Дальше здесь, видите, очень много клея. Очень много. Здесь клея практически нет на краях, поэтому нож не застревает, когда режешь. Ну а то, что он уже, последнюю полоску выкидываем, естественно. Начинаем процесс разметки нашим эксклюзивным скотчем шириной 10 мм. При разматывании скотча мы вытягиваем его немножечко в бок. В противном случае вот этот край цепляет клей после обрезки, который остался у нас здесь, он начинает рваться. Вот наш фартук кухни. Горизонтальные линии кирпичей пойдут вот так вот. Здесь шли сложные математические вычисления, чтобы кирпичи у нас без обрезков ровно легли на ширину фартука 60 см. Вместе со швом у нас получилось по 6,7 ширина. И вот такую вот заготовочку мы сделали. Ей, соответственно, мы делаем вот такие вот отметки в нескольких местах и натягиваем нашу линию горизонтальную. По разметке у нас получилась вот такая зебра. Как и в любой работе, в данном случае тоже есть нюансы. При наклеивании скотча его нельзя сильно перетягивать, потому что он начинает отклеиваться. А если не дотянуть, соответственно, он провисает. А линии должны быть горизонтальные, когда мы выставляем его по меткам. Поклейка разметки самая трудоемкая часть данной работы. Мы сделали вертикальные отметки с учетом того, что кирпичи будут 22 см, с учетом шва 23. Клеим через одну, потом будем здесь делать отметки между ними. Вот наша готовая матрица, лекалы, по которым будут наши кирпичики идти. Размечая большую поверхность, важно, чтобы линии все были параллельны. Здесь мы сделали переход с большой стены, то есть отметили метки на швах. Разматываем скотч по всей длине по нашим меткам. Вот я ставлю здесь скотч на метку. С той стороны Максим натягивает.
При натяжении он у нас как уровень получается. Вот чтобы вы понимали по трудоемкости, вот на этот маленький фартук ушло много ни мало 50 метров сантиметрового скотча. Наносить будем материал Дикораза Сальева. В своем составе он содержит целлюлозный наполнитель, поэтому может давать максимально толстую и грубую фактуру, что нам в принципе оптимально и подойдет для кирпичей. Максим укрывает столешницу, работа будет очень грязная, материал будет падать, все будет пачкаться. Материалы следует производить очень осторожно, чтобы не повредить наш скотч, чтобы он нигде не съехал и не отклеился. Я стараюсь держать слой где-то 2-3 мм равномерно. Такие места заполняю просто шпателем. Вот таким образом. Нанесение производится небольшими участками, после чего Максим округлой пластиковой кельмой создает узор неповторимый. После всего прочего будем извлекать скотч, не дожидаясь, пока материал засохнет. Вот фактура, мы ее доделали, и пока она мокрая, будем вытаскивать скотч. Здесь в углу, где начиналась наша сетка, мы оставили хвостики, эти, за которые будем тянуть. Начинаем с самого верха. Параллельно их нужно тянуть все по чуть-чуть. Самую верхнюю, пониже и еще пониже. Вот по чуть-чуть. Вот таким образом вместе мы это все потихонечку делаем. Вот что получилось у нас после снятия скотча. Получились довольно фактурные объемные кирпичики. Теперь мы будем ждать сутки, пока фактура полностью высохнет. Потом вот эти вот остренькие все элементы мы зашкурим, чтобы наши камни более округлую форму приобрели. Ну и потом покроем все это лаком защитным, поскольку это кухня у нас. После полного высыхания примерно через сутки зачищаем поверхность наждачной бумагой. После зачистки наши кирпичи будут выглядеть вот так. После зачистки наши кирпичики нужно немножко очистить мягкой кистью от пыли. Особенно следует обратить внимание на верхние торцы, потому что в них собирается вся пыль после шкурения. На последней стенке мы просто оторвались. Мы сделали гигантский слой, так захотел заказчик. В среднем толщина слоя получается где-то около 5 мм, где-то больше, где-то меньше. Прошли сутки, но фактура еще немножко мягкая, видите, продавливается. Кирпичи смотрятся более естественно и реалистично, мы, конечно, их еще не шкурили. Вот. Как мы это будем делать, пока не знаю, но будем как-то сушить. При такой толщине слоя около 5 мм я бы советовал все-таки сушить материал минимум 3 дня. В некоторых местах, где слой особенно большой, она еще совсем мягкая. И решили дальнейшее ошкуривание переносить еще на 2 дня. Сухая. Можно приступить к шкурению. Ну как шкурится, Максим? Ой, пипец. 40-я шкурка. Очень долго. Шкурим каждый кантик, чтобы кирпич был похож на кирпич. Как вот здесь, вот видите? Шкурили они долго и счастливо. После всех вышеизложенных процедур переходим к защитной пропитке для нашего кирпича. Покрытие называется финитура. Она будет защищать наше покрытие от влаги и загрязнений. Пропитка у нас очень жидкая по консистенции, как грунтовка, поэтому кисточку следует отжимать об край. А далее, спокойно, не торопясь, по отдельно выбранному кирпичику я покрываю нашей защитной пропиткой. Здесь стенка немножко побольше, я взял кисть пошире и пожестче. Каждому шву уделяем тщательное внимание, проходим каждый шов, и каждый кирпичик должен быть равномерно мокрым. Также аккуратно снимаем скотч с выключателей. В сыром виде мы не могли это сделать, потому что скотч очень глубоко утоплен в фактуру. Для этого подрезаем немножко его по уровню кирпича и аккуратно снимаем. При нанесении тонких покрытий, таких как шелк, венецианская штукатурка, крышки мы обычно снимаем, но поскольку фактура дает достаточно большой слой, мы решили выключатели оставить.
иначе бы крышки бы не оделись обратно. После аккуратной подрезки у нас получается все ровно по краям. Но сюда прям напрашивается камин, как дымоход смотрится. А тут елку. Самое сложное в этой работе это математика. Очень сложно, надо было все вычислять, чтобы кирпичик переходил в кирпичик, к потолку, чтобы у нас все целое было. Вот. Но вообще с этими дверьми шикарно смотрится, конечно. При боковом свете вообще четко смотрится. Ну что, Максим, как это нужно справились? На 5 с плюсом. Спасибо за ваши лайки, комментарии и подписки. С вами были снова Влад И Максим. Всем пока. Пока.